Хроническая обструктивная болезнь легких – смертельно опасное заболевание. По данным ВОЗ, 4-я по частоте причина смертности. В России примерно каждый третий мужчина старше 70 болен хронической обструктивной болезнью легких, говорят специалисты. Мы не знаем, от чего оно развивается. По каким-то причинам запускается механизм, как мы говорим, абнормального, то есть необычного хронического воспаления, который приводит к необратимой обструкции, то есть сужению бронхов и частичному разрушению легочной ткани. Плюс к этому целый ряд внелегочных проявлений. Это гипертония, это чаще всего, это депрессии, это целый большой набор. Заболевание очень коварное, потому что начальные проявления мало беспокоят, утром покашлял и пошел дальше. В течение нескольких лет может эта ситуация быть. А дальше идет прогрессирование, не уход. Хоббл у всех протекает по-разному. У кого-то быстро, у кого-то развивается очень постепенно. И каждое обострение хронического обструктивного заболевания легких – это ступенька вниз, говорят врачи. А через какое-то время наступает дыхательная недостаточность. Для диагностики недостаточно флюорографии. Человек начинает понимать, что обычно его ходьба, работа в саду, какие-то домашние дела не вызывали одышки, то здесь появляется одышка, то есть появляется ограничение, наступает инвалидизация. Прежде всего, это должен сам пациент обратить внимание, что кашель не безобидный, особенно если он длительный, одышка не безобидная. И он должен пойти к врачу. И врач-терапевт должен заподозрить обструктивное заболевание. И ключевым подтверждающим фактором это проведение спирометрии, то есть исследование функции дыхания. Диагностика должна быть проведена правильно и назначено базисное лечение. К сожалению, Хоббл не входит в перечень заболеваний с льготным обеспечением, и пациенты не всегда принимают назначенные лекарства, которые помогают отсрочить обострение. Эту проблему предстоит в ближайшее время решить специалистам Минздрава.